Привет всем, Арми! Думаю, можно с уверенностью сказать, что я почти ежедневно получаю сообщения о том, как Бигайт, похоже, постоянно пытается разлучить Тэхёна и Чингука на экране. И хотя я уже несколько раз затрагивала эту тему, возможно, я не полностью описала ключевые обстоятельства, лежащие в основе этой тенденции. С самого начала их карьеры компания, кажется, ограничивала совместные трансляции или моменты, когда они не находятся под пристальным наблюдением официальных камер. Однако я хочу сразу подчеркнуть, что я не собираюсь строить чрезмерные предположения. Я говорю исключительно как фанат, честно, с сочувствием и уважением наблюдая за происходящим. Все, что я говорю, это мое личное мнение, не утверждение, не обвинение, и не попытка оправдать или обвинить кого-либо. Я также понимаю, что у многих из вас есть свои взгляды на мотивы компании, и для меня разные мнения – это, на самом деле, здоровое пространство для дискуссии, каждый имеет право на свою интерпретацию, если она выражается уважительно. Давайте на мгновение вернемся к прямой трансляции Тэхёна в 2017 году, моменту, о котором многие фанаты до сих пор говорят. Тогда Тэхён сказал, что собирается сменить свитер, потому что ему неудобно, но его слова больше звучали как быстрая отговорка, чем как тщательно продуманное объяснение. Музыка продолжала играть на заднем плане. Атмосфера была неловкой, но в то же время интимной, и Тэхён выглядел слегка нервным, как будто он осторожничал, опасаясь времени, ситуации и того, что может быть услышано за кадром. Когда он вернулся на экран, некоторые зрители заметили едва заметные изменения в его выражении лица, а также непреднамеренно видимые детали фона, такие как наличие нескольких предметов, что указывало на то, что он, возможно, не совсем один. Его поведение также казалось более осторожным, он оглядывался по сторонам, как будто убеждаясь, что ничего другого не попало в кадр. Интересно, что эта трансляция была доступна только платным пользователям ВАП, что показалось необычным по сравнению с другими прямыми трансляциями, и это заставило многих фанатов почувствовать, что доступ к моменту был намеренно ограничен. Подобная ситуация повторилась и в трансляции Тэхёна 28 ноября, когда он откровенно заявил, что изначально не планировал транслировать один, так как чувствовал себя неловко, говоря перед камерой без кого-либо рядом. Именно тогда он упомянул о своем желании пригласить Чингука. Он даже открыто попросил сотрудников, наблюдающих за трансляцией, передать сообщение о том, что он его ищет. Этот жест показался искренним, и для многих фанатов он продемонстрировал, насколько важно присутствие Чингука для Тэхёна, особенно когда тот напрямую взаимодействовал с фанатами. Поэтому я считаю важным подчеркнуть, что с самого начала Тэхён, похоже, планировал трансляцию, рассчитывая на то, что Чингук будет его сопровождать. Когда раздался стук в дверь, его энтузиазм был очевиден. Он тут же побежал открывать дверь, думая, что прибыл тот, кого он ждал. Когда оказалось, что это Чимин, атмосфера стала теплой, расслабленной и наполненной смехом, демонстрируя естественную, интимную динамику между ними. Интересно, что Чимин открыто признался, что знал, что Тэхён на самом деле ждет кого-то другого, и что его присутствие было обусловлено этим осознанием. Их общий смех казался значимым, создавалось впечатление, что между ними существует негласное взаимопонимание. Мелкие детали на протяжении всей трансляции, включая поведение Тэхёна, его удобную одежду и ожидания, еще больше усиливали ощущение того, что эта трансляция имела для него личное значение. Когда наконец прибыл Чингук, реакция Тэхёна была спонтанной и искренней. Он сразу же заметил его появление, сделал комплимент и звучал немного нервно, как будто присутствие Чингука внесло в атмосферу перемену, которую трудно было скрыть. В следующей трансляции, когда Тэхён представлял каждого присутствующего, разница была ощутима. Он представил Чимина непринужденно и естественно, но когда настала очередь Чингука, его тон изменился, он стал мягче, более личным. Простое слово, произнесенное без всякого планирования, и его немедленная реакция, прикрыть рот, отражала удивление собственной честностью, небольшой момент, но он оставил глубокое впечатление на многих зрителей. Независимо от того, как каждый человек интерпретирует эти моменты, трудно игнорировать тот факт, что у HYBE, похоже, существуют строгие границы в отношении того, что можно и нельзя показывать публике, особенно в отношении динамики отношений между Тэхёном и Чингуком. Их близость остается видимой, хотя и не всегда явно демонстрируется, и это ставит компанию в деликатное положение.
между поддержанием публичного имиджа и осознанием того, что фанаты способны наблюдать и судить сами. Чем очевиднее становится связь, тем сложнее свести ее к единой официальной версии. Потому что иногда то, что наиболее тщательно оберегается, на самом деле является самым ценным. И, возможно, кажущаяся дистанция – это не просто попытка скрыть. Это форма осторожности или даже защита чего-то, что по-настоящему понимают только те, кто это переживает. По иронии судьбы, именно эта защита делает связь еще более реальной. Именно в этот момент многие фанаты начинают задаваться вопросами, не с целью осуждения, а скорее для понимания. Потому что, когда повторяется определенная закономерность, естественно пытаться найти смысл. Не для того, чтобы создать сюжет. Дело в том, что то, что мы видим на экране, часто не полностью совпадает с тем, что чувствуется между строк. В каждой паузе, каждой спонтанной реакции и каждом едва уловимом изменении отношения есть человеческая эмоция, которой трудно полностью управлять. Тэхён и Чингук во многих случаях демонстрируют динамику, которая ощущается по-другому, не лучше или хуже, просто по-другому. Эта близость проявляется не в броских демонстрациях, а в простых вещах. Например, в том, как они ищут друг друга в комнате, в изменении тона голоса при упоминании имен друг друга или в выражениях лиц, которые реагируют быстрее, чем мозг успевает их обработать. Для кого-то эти вещи могут ничего не значить, но для поклонников, которые внимательно и постоянно следят за происходящим, мелкие детали часто говорят наиболее правдиво. И именно здесь роль компаний становится неизбежной темой для обсуждения. Не для того, чтобы обвинять или предполагать скрытые мотивы, а чтобы признать, что у индустрии развлечений есть границы, правила и соображения, которые часто совпадают с естественным человеческим самовыражением. Общественный имидж, ожидания рынка, социальное давление формирует более широкую структуру, которой необходимо придерживаться даже тем, кто в нее входит. Однако со временем такой контроль не всегда работает идеально. Люди – не сценарии, эмоции – не реквизит, и истинную близость нельзя полностью замаскировать простой настройкой камеры или расписанием трансляций. Вот почему, хотя отчуждение на экране кажется реальным, связь все же возникает, иногда незаметно, иногда непреднамеренно, и именно поэтому она кажется еще более реальной. Интересно, что чем реже эти моменты единения показываются явно, тем внимательнее поклонники становятся к каждой мелочи, которая ускользает от внимания. Мимолетный взгляд, подавленный смех или спонтанная реакция, слишком быстрая, чтобы ее контролировать, часто говорят громче, чем длинная, спланированная сцена. И, возможно, бессознательно именно это делает близость еще более сильной в глазах многих. Однако важно помнить, что за всем этим анализом и интерпретацией стоят два реальных человека со своими чувствами, границами и личной жизнью, заслуживающие уважения. Все, чем они делятся публично, осознанно или бессознательно, остается в рамках сложного профессионального контекста. Наша роль как фанатов заключается не в том, чтобы требовать ответов. Она заключается в том, чтобы наблюдать с сочувствием и понимать, что не все нужно классифицировать или подводить итоги. Возможно, дистанция, видимая на экране, это не признак отторжения, а форма осторожности. Возможно, сдержанность обусловлена не отсутствием близости, а наличием чего-то достаточно ценного, чтобы это защищать. И, возможно, не все важное нужно объявлять публично. Некоторые связи процветают и лучше всего развиваются в тихих местах. В конечном счете, каждый человек привнесет свою собственную интерпретацию, основанную на своем опыте, взглядах и на том, как он воспринимает время, проведенное Тэхёном и Чингуком вместе. В вопросах чувств нет абсолютной истины, сохранились лишь фрагменты мгновений, человеческих реакций и времени, которые постепенно складываются в свою собственную картину. И, возможно, самым мудрым поступком для поклонников будет любить осознанно, наблюдать с открытым сердцем и уважать границу между видимым и тем, что не должно быть полностью известно. Потому что в конечном итоге ценность связи определяется не тем, сколько показано публике, а тем, насколько искренне она проживается теми, кто в ней участвует. И, возможно, именно в этом и заключается красота. Не в том, что мы видим, а в том, что остается, даже когда камеры выключены.